Автомобильный мир сегодня меняется с бешеной скоростью. То, что раньше казалось невозможным, сейчас становится реальностью. И вот вам пример: китайский электрокар Xiaomi SU7 Ultra. Этот зверь не просто составил конкуренцию, а реально обошел такие легенды, как Porsche Taycan Turbo GT и даже гиперкар Rimac Nevera. И это не какой-то облегченный прототип. Тут все без всяких хитростей, без выкинутых сидений, без облегченного салона и ультралегкого карбона. Машина полностью серийная, такая же, как вы можете купить в салоне. А теперь внимание! Все это произошло на легендарной трассе Нюрбургринг, которую во всем мире считают настоящим испытанием для любого авто. Именно там SU7 Ultra и показал, кто теперь на вершине. Помните, как осенью прошлого года Xiaomi всех удивила? Тогда их седан SU7 Ultra поставил рекорд на Нюрбургринге среди четырехдверных машин. Звучит круто, но был один нюанс. Заезд совершал не серийный автомобиль, а специально подготовленный прототип, который от гражданской версии отличается довольно сильно. Продажи серийного SU7 как раз стартовали на фоне этого рекорда. Время круга тогда составило 6 минут 46,874 секунды. И Xiaomi пообещала, мол, дождитесь, серийный SU7 Ultra тоже покажет, на что способен на Нюрбургринге. И что вы думаете? Обещание они сдержали. Под управлением бельгийского пилота Винсента Радермекера заводской Xiaomi SU7 Ultra пронесся по Нюрбургрингу длиной 20 км 800 метров за 7 минут и 4,957 секунды. Да, это чуть медленнее, чем предыдущий облегченный прототип, который был на 18 секунд быстрее за счет более агрессивной аэродинамики. Но это не мешает SU7 Ultra оставить далеко позади таких монстров, как Tesla Model S Plaid с ее 7 минутами и 25,231 тысячная и Porsche Taycan Turbo GT с пакетом Wasage 7 минут 7,55. И даже Rimac Nevera, гиперкар за 2,3 миллиона евро, не смог устоять 7 минут 5,298 секунды. В любом случае, SU7 с приставкой Ultra стал абсолютным рекордсменом среди всех четырехдверных серийных машин на этой легендарной трассе, вне зависимости от типа двигателя. Об этом с гордостью сообщил глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь. Впервые производитель, который раньше был известен больше как создатель смартфонов, а не автотехники, громко заявляет о себе в мире передовых автомобильных технологий. В рекордном заезде участвовал полностью стандартный седан SU7 Ultra. Да, именно тот, который вы можете купить у официального дилера. Правда, здесь стоит опциональный пакет Track за 100 тысяч юаней, или примерно 14 тысяч долларов. Его может заказать любой желающий. Так что, если хотите такой автомобиль, приготовьтесь выложить около 630 тысяч юаней, это примерно 88 тысяч долларов. За эти деньги вы получаете настоящий зверь на колесах. Подвеска с амортизаторами Bilstein EVO R, специальные полуслики Pirelli P Zero Trophy RS, мощные гоночные тормозные колодки Endless и легкосплавные кованые диски диаметром 21 дюйм. И внешне такие машины легко узнать по углепластиковому капоту с дополнительными воздуховодами. Выглядит очень спортивно и агрессивно. На видео отлично видно. Этот электромобиль разгоняется до 346 км в час. Это почти предел, ведь заявленная максималка у него 350. И знаете, что это значит? Что он стал самым быстрым серийным седаном в мире. Такую бешеную скорость обеспечивает трехмоторная система. Сзади стоят сразу два электромотора Xiaomi V8S, каждый выдает по 578 лошадиных сил и 635 ньютон-метра. А спереди один мотор V6S с 392 силами и 500 ньютон-метра крутящего момента. В итоге суммарная мощность достигает 1548 лошадиных сил, а крутящий момент 1770 ньютон-метра. С такими цифрами этот седан разгоняется до сотни всего за 1,89 секунды, до 200 за 5,96, а до 300 км в час чуть более 15 секунд.
что ставит его в один ряд с самыми быстрыми гиперкарами современности. А вот интересный момент. Максимальная мощность 1548 лошадей в автомобиле с салона доступна не сразу. Сначала вы получаете всего лишь 888 сил. Но чтобы открыть весь потенциал электрокара, нужно постараться. Владелец должен проехать квалификационный круг на специальной трассе, которую сертифицировала сама Xiaomi. Если все проходит успешно, система запоминает результат и подтверждает, что водитель действительно способен справиться с такой мощностью. И только после этого машина откроет доступ ко всем 1548 силам. Но вот вам и разрыв шаблонов. При всей своей бешеной мощности и характеристиках уровня настоящего гиперкара, Xiaomi SU7 Ultra в Китае стоит от 529 тысяч юаней, это примерно 73 600 долларов. А теперь держитесь, Porsche Taycan Turbo GT там же начинается от почти 2 миллионов юаней, то есть около 278 тысяч долларов. Почувствовали разницу? Выходит, китайский электроседан за цену обычного премиум-седана дает вам динамику, как у суперкара, мощь, технологии и драйв, но за гораздо более адекватные деньги. Как вам такое Porsche? Запуск SU7 Ultra стал не просто дебютом в высокоскоростном сегменте, а четким сигналом о новой парадигме в автомобильном мире, где инновации больше не являются исключительной прерогативой старых именитых брендов. Китайские техногиганты уже не просто догоняют, они уверенно выходят вперед. И доказывают это не словами, а конкретными цифрами на секундомерах самых известных трасс мира. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.